Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Михаил Непомнящий, я веб-разработчик, и сегодня мы поговорим о том, чему следует уделить внимание при изучении веб-разработки в 2025 году. Мы поговорим про разные инструменты, про их актуальность, ну и про, в том числе, мой выбор в самых разных технологиях. Начнем с того, в чем вообще писать приложение, какие инструменты нам для этого использовать. Язык программирования — это JavaScript основной, но здесь тоже могут быть нюансы. И первый вопрос сейчас — это JavaScript или TypeScript. Ответ на этот вопрос будет зависеть от вашего текущего опыта. Если у вас еще нету хорошего фундамента JavaScript, то учить TypeScript нету никакого смысла. Более того, это будет больно. TypeScript — это язык профессионалов, и если вы уже начали свой путь в профессии, то TypeScript вам никак не обойти, и учить его действительно надо. Но если вы делаете свои первые шаги, лучше углубиться в JavaScript, разобраться во всех его тонкостях и аспектах, и потом уже расти в сторону TypeScript. Фреймворки и библиотеки для разработки, такие как React, Vue, Svelte и многие другие. Независимо сам по себе фреймворк или библиотека, или совместно с мета-фреймворком, такие как Next.js, Nuxt, либо SvelteKit. Здесь, опять же, нужно смотреть по ситуации. Я рекомендую смотреть по рынку, по динамике. Самый актуальный на сегодня инструмент — это React. Ну, так говорит рынок. Vue тоже популярен. Svelte набирает популярность в свою очередь. Более того, он входит в число инструментов, которые людям нравятся, и люди от него потом не отказываются. Но если мы хотим быть широко востребованы на рынке, то React — это выбор номер один. Второй момент — учить просто React или учить React в связке с Next.js. И здесь, опять же, как и в случае с TypeScript, нужно посмотреть на предыдущий бэкграунд. Если вы уже очень хорошо знаете сам React, то, конечно, Next.js — это следующий шаг. Начинать сразу с Next.js я считаю, что просто-напросто неправильно. Да, Next.js — отличный инструмент, но на сегодняшний день все еще огромное количество проектов использует просто React без Next.js, либо даже с другими инструментами, с другими мета-фреймворками и так далее. В частности, на моей текущей работе у нас есть Next.js, но у нас есть также участки приложения, где просто React используется, и моя команда работает именно с такими участками приложения без Next. Мы выбрали React, и здесь встает вопрос про state-машину. У React есть свои хуки для работы со стейтом, есть свои инструменты для работы с контекстом передачи данных с разных уровней вложенности внутрь приложения. Но так или иначе, чаще всего разработчики предпочитают выбрать внешнее решение. И на сегодняшний день я бы рекомендовал выбирать между Redux и Zustand. Да, вариантов намного больше, но вот эти два самых популярных. И опять же, исходя из моих сегодняшних предпочтений, я отдаю их в сторону Zustand. Маленькая, компактная, но при этом решающая те задачи, которые нам нужны. В Redux у него хорошая предыстория и много встроенных инструментов, которые также могут пригодиться для больших проектов. Чаще выбирается именно он, но когда проект только, допустим, стартует, никто не знает, что он будет непременно большим. Поэтому, чтобы стартовать быстрее, иногда удобнее использовать Zustand. Опять же, в моем текущем проекте ребята используют Zustand. Общение между клиентом и сервером. Как мы получаем данные с сервера, чтобы их отрисовывать на клиенте, ну и, соответственно, разного рода дальнейшие запросы с точки зрения коммуникации делаем. Здесь два ключевых выбора. Это либо REST API, либо GraphQL. И, конечно, здесь, скорее всего, выбор будем делать не мы, а непосредственно проект, на котором мы оказались. Но если встает вопрос, что именно учить, если мы еще не знаем ни того, ни другого, то я бы сделал выбор все-таки в сторону REST API, несмотря на то, что GraphQL тоже уже достаточно давно с нами. Опять же, по работе сегодня в моей команде используется именно GraphQL. Но у него есть как свои сильные, так и слабые стороны, и до сих пор нет четкого мнения, насколько выстрелила эта технология, и стандартом она так и не стала, несмотря на самые разные ее удобства. Поэтому лучше поковырять REST API и разобраться в самых разных его нюансах, даже если вы фронтендер, понять, как это и на бэкэнде выглядит, какие там есть правила и принципы и так далее. И опять же, из этих двух я выбираю REST API. Ну и раз мы работаем с REST API, встает вопрос, как именно мы будем общаться между клиентом и сервером. Здесь мы можем использовать встроенные инструменты, такие как которые предоставляет нам наша библиотека. Опять же, это будет голый React либо Next.js.
Либо мы будем использовать сторонние библиотеки, такие как Tanstack Query, либо RTK Query, либо их аналоги. И здесь, опять же, по ситуации. Если мы работаем с Next, с его современными серверными компонентами, то мой выбор ложится в сторону использования просто тех инструментов, которые есть во фреймворке. Получать данные на сервере и просто спускать их уже непосредственно на клиент. Если же мы используем просто React без мета-фреймворка, то тогда имеет смысл посмотреть в сторону дополнительной библиотеки, и мой выбор это Tanstack Query. В том числе с точки зрения того, что им не только удобно пользоваться, как такая приятная абстракция, но также там есть удобный инструмент кэширования. Ну и, наконец, если вы уже доросли до того, чтобы поковырять бэкэнд, я не рекомендую учить новый язык программирования, и базовые первые шаги в сторону бэкэнда и понимание того, как оно там происходит, можно сделать, используя тот же самый JavaScript, ну или TypeScript. Для этого у нас есть Node.js, опять же есть разные окружения, но мы не будем сравнивать Node.js с Ban и Dino. Node.js это наш выбор, и если мы хотим поковырять бэкэнд, ковыряем его именно в этом направлении. Если мы говорим про стилизацию приложения, здесь опять же у нас есть огромный выбор. Этих выборов, по-моему, с каждым годом становится все больше. Начнем с того, что у нас первичный выбор будет между тем, используем ли мы обычный CSS, используем мы Tailwind библиотеку, либо используем подход, который называется CSS and JS. Дальше плюс к ним возможны разные варианты, дополнительные библиотеки и так далее. И опять же здесь будет многое зависеть от нашей текущей предыстории. Я обычно всем рекомендую учить обычный CSS, в данном случае в связке с CSS Modules, просто потому что это удобно, когда мы работаем с React и ему похожих библиотек или фреймворков. А если мы хорошо знаем обычный CSS, то освоить Tailwind, CSS and JS, либо какой другой похожий инструмент уже труда не составит. Поэтому важно просто знать основы самого CSS, и CSS and JS в данном случае мой выбор. Ну а если вы уже устали от того, чтобы писать стили самостоятельно, то имеет смысл посмотреть в сторону какой-либо UI-библиотеки. Их много, исторически на рынке популярны Material UI, он же MUI, Chakra UI и Ant Design. Опять же, их много, есть, может быть, более современные, более популярные. Я не все пробовал, о чем-то даже, может быть, и не слышал, но из озвученного мне лично нравится подход Chakra UI. В свое время я многое почерпнул, просто ковыряя исходники этой библиотеки, и это мне в том числе помогло развиваться как разработчику. И мне нравится их подход к тому, как они организовывают логику приложения. Там может быть набор более скудный, если мы сравним с тем же Material UI или тем же Ant Design, но для большинства проектов более чем достаточно. Ну и говоря про разработку, мы не можем не коснуться инструментов. Инструментов много, и мы начнем со сборщиков. Исторически Webpack был номером один, но последние годы его активно пытаются подвинуть самые разные похожие инструменты. Сегодня мой выбор это выбор Vite, хотя мне, честно говоря, очень нравится RSBuild, но вот так вот повсеместно пока что он не взлетает, но я верю, что он будет составлять серьезную конкуренцию Vite. Дальше будет интересно смотреть, как они будут развиваться и соперничать друг с другом. Webpack все еще хороший и очень активно используется в крупных приложениях, но чаще всего приложения, которые мы делаем, просто не нуждаются в той суперской кастомизации, которую предлагает Webpack. С Vite намного проще и приятнее работать, хотя, опять же, глубокая кастомизация возможна и там. Тестирование. Опять же, как и Vite, есть похожий инструмент Vitest, они связаны друг с другом, и сейчас этот инструмент мега популярен, но в данном случае я консервативен, я продолжаю использовать обычный Jest, хоть Vitest и Jest очень между собой похожи. Я пробовал тот и другой инструмент, здесь выбор мой в сторону Jest, в первую очередь с точки зрения индустрии, повсеместно используется в основном именно он. Хотя я знаю, что есть проекты, которые используют уже и для продакшена Vitest. Возможно, со временем он составит более серьезную конкуренцию Jest. Пакетный менеджер вообще не очевидная тема. Казалось бы, есть новые популярные инструменты. Yarn уже перестал быть топовым инструментом. Сейчас есть PNPM, но я продолжаю пользоваться обычным NPM. Во-первых, потому что не нужно чего-то специально учить, вдумываться в новые для себя концепции, а главное спорить с коллегами и объяснять, что это круто и почему это нужно использовать и им тоже. Я вижу, что повсеместно NPM все еще остается номером один, он вполне справляется с нуждами проектов, поэтому я продолжаю пользоваться именно им. Касаемо
хостинга. Здесь возможны разные варианты, типа Vercel и ему подобных инструментов, которые предлагают много чего из коробки, ну, либо мы можем заморочиться тем, что называется self-hosting, то есть самостоятельно купить себе выделенный сервер, либо какие-то ресурсы части сервера, и дополнительно уже их самостоятельно конфигурировать. Здесь, опять же, будет все зависеть от вашего этапа в карьере. Если вам уже наскучила обычная фронт-энд разработка и вы успели поковырять бэкэнд, возможно, вам просто из любопытства будет интересно поковырять, как оно настраивает готовый сервер. Ежели вы пока что от этого далеко, то лучше выбрать какое-то готовое решение, опять же, из доступных, которое вам в текущей исторической перспективе, как сейчас можно говорить, будут доступны. Я работаю с Vercel, иногда говорят, что это дорого, я пользуюсь бесплатными ресурсами, которые предоставляются, мне пока что их хватает. Если проект мой будет расти, я в том числе готов перейти и на платные подписки тоже. Ну и последний инструмент, о котором мы поговорим, это редактор кода. На прошлой неделе я делал опрос в своем телеграм-канале о том, какими редакторами люди пользуются, и большинство продолжает использовать VS Code. Примерно около 75% проголосовал именно за этот инструмент, несмотря на то, что WebStorm в прошлом году стал бесплатным. У WebStorm достаточно большое комьюнити, которое всем говорит, что это must-have инструмент, и без него вы не разработчик. Но я сам продолжаю использовать VS Code. У нас в компании, ну, наверное, из 14 человек 3 используют WebStorm, остальные сидят на VS Code. Есть NeoVim, который сейчас пытаются все рекламировать, есть курсор со встроенным искусственным интеллектом, есть Z, написанный на Rust, но они пока что не взлетают, возможно, со временем придет и их время, но пока что VS Code номер 1, и в том числе это и мой выбор. Вот такие технологии и инструменты я рекомендую изучать в 2025 году. Разумеется, не следует слепо следовать всему тому, что я говорю и рассказываю. Имеет смысл посмотреть, что непосредственно востребовано на том рынке, на котором вы живете, что происходит вокруг вас, посмотреть в том числе рынок вакансий. Есть также популярный State of JS за прошлый год, и вы, в принципе, можете увидеть многие инструменты, которые мы сегодня обсуждали, в том числе и в тех опросниках. Но в целом мой выбор, он, что называется, и проверен временем, и в том числе отталкивается от нужд рынка, который есть сейчас. На этом на сегодня все. Я напомню, что меня зовут Михаил Непомнящий, я веб-разработчик. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, мой сайт missionapp.com, у меня есть телеграм-канал missionapp_channel. И всем до встречи в следующих видео. Пока!